В августе 1992 года режиссер Стивен Спилберг приступил к съемкам экранизации романа Майкла Крайтона «Парк юрского периода». Уже тогда было понятно, что фильм станет большим хитом, и все, что с ним связано, будет превращаться в золото. Это понимали и в британской видеоигровой компании Ocean Software. Они заплатили кругленькую сумму Universal Pictures, чтобы получить права на разработку видеоигры по мотивам грядущего блокбастера. Чтобы урвать максимальный кусок пирога, игру, а точнее игры, решено было разрабатывать сразу для нескольких платформ, среди которых были компьютеры Amiga, консоль NES и консоль Super Nintendo. Причем для каждой платформы создавалась своя уникальная игра Jurassic Park. Так уж получилось, что именно создавая версию для 16-битной консоли Nintendo, разработчики развернулись по максимуму. Глава отдела разработки Ocean Гэри Брейси вспоминал, что сам Стивен Спилберг интересовался ходом разработки и просил, чтобы игра получилась новаторской. Видимо, памятуя, что сам фильм использовал новейшие до 1993 года CGI-технологии, чтобы нарисовать реалистичных динозавров. На разработку SNES-версии была брошена огромная по тем временам команда. Разработчики постарались использовать возможности 16-битной консоли по максимуму, создав поистине высокотехнологичную игру. В распоряжении у них были сценарий фильма, книга, фотографии декораций, а также некоторые голоса динозавров. Саундтрек к фильму еще не был готов на тот момент. Через несколько месяцев после премьеры кинокартины, в октябре 1993 года, игра поступила в продажу. Всем 8 бит, я Роман Шабанов, и сегодня мы отправимся в парк юрского периода, чтобы понять, что же из себя представляет игра Jurassic Park для системы Super Nintendo. Погнали! Думаю, первое, что нужно сделать, это сравнить Jurassic Park для NES с версией для Super Nintendo. Многие, увидев скриншоты, совершенно справедливо считают, что это одна и та же игра, только с улучшенной графикой. А это как на Денди, прикинь. Да, я и вижу, что это Денди-версии, по сути. Но на самом деле это не так. Это совершенно разные игры, имеющие частично схожий геймплей. Я бы даже назвал Юрский парк для SNES сиквелом 8-битной версии. Настолько они не похожи. Версия для Super Nintendo получилась действительно высокотехнологичной. Графически игра выглядит очень круто, показывая 16-битную графику на все 100%. Плюс имеет два вида геймплея. Вид сверху, который напоминает версию для NES, и шутер от первого лица, по механике напоминающий вышедший годом ранее Wolfenstein 3D. Прибавьте к этому объемный стереозвук Dolby Pro Logic, приятную музыку и возможность проходить 3D-уровни, используя в качестве контроллера мышку. То есть уже в 1992 году разработчики понимали, что шутеры надо проходить с мышкой. Согласитесь, довольно впечатляющий список. Сюжетно игра является этаким симбиозом фильма и книги. Ведь не забывайте, что на момент создания у разработчиков были только сценарий фильма и фотодекорации. Однако само повествование в игре очень сильно скомкано. В результате, если попытаться понять сюжет, исходя из того, что нам показывает игра, то вырисовывается следующая картина. Экспансивный богач Джон Хаммонд создал на острове Нублар парк с живыми динозаврами. Он пригласил палеонтолога Элли Сатлер и математика Яна Малкольма для проведения экскурсии. Однако, в результате саботажа, устроенного хакером Деннисом Нерди, динозавры вырвались на свободу. Весь персонал и посетители парка спешно эвакуировались, при этом разбросав свои именные карты доступа по всей территории парка. Чтобы вернуть контроль над своим детищем и обуздать динозавров, Хаммонд обращается за помощью к нашему герою, палеонтологу Алану Гранту. Он бывший спецназовец в отличной физической форме, в совершенстве владеющий огнестрельным оружием. Ну правда, вы только взгляните на этого громилу. Грант, вооружившись только электрошокером, прилетает на остров, кишащий опасными тварями, и начинает свою миссию. При этом остальные действующие лица фильма удаленно инструктируют его посредством отправки сообщений, которые перекрывают весь экран в самый неподходящий момент. Как таковых уровней в игре нет. Для прохождения игры нам нужно будет выполнить несколько заданий, изложенных в мануале.
активировать датчики движения. Для этого нужно включить генератор и перезагрузить систему, что позволит использовать компьютеры и отслеживать врагов на радаре. Обезопасить здание центра посетителей, перекрыв ход, соединяющий его с загоном для хищников. Остановить корабль, на котором рапторы хотят уплыть на материк, и зачистить каюту корабля от хищников. Найти в джунглях гнездо рапторов и уничтожить его с помощью нервно-паралитического газа. С помощью компьютера на корабле вызвать спасательный вертолет и добраться до спасательной площадки, чтобы в него сесть. И вдобавок к этому нужно собрать 18 яиц, разбросанных по всей территории острова. Потому что без яиц вертолет нас не заберет. Слушайте, как хорошо, что вы за мной прилетели. Тут все кишит динозаврами. Буквально каждый кустик хочет меня убить. Давайте скорее убираться с этого чертового острова. Доктор Грант, а вы собрали все яйца динозавров? Яйца? Нет, я не собирал яйца. Куда? Первое, что мы делаем, это знакомимся с геймплеем с видом сверху. Он представляет из себя этакую смесь Legend of Zelda Link to the Past с игрой House Engine, проще говоря, Зельда с автоматом. Перед нами открытый мир парка, в котором расположено здание, в которое можно входить и выходить когда угодно. А вот уже внутри зданий игра превращается в шутер от первого лица, но об этом позже. Естественно, во время прогулок по Юрскому парку на нас будут нападать куча разных динозавров. В общей сложности их разнообразие примерно как в 8-битной версии, но вот сами динозавры немного другие. Основные противники будут все те же – рапторы, которые любят выскакивать из кустов, мелкие и очень назойливые компсогнаты, по которым сложно попасть, и дилофазавры, которые плюются в нашего палеонтолога ядовитой слюной, путая на пару секунд управления. Эту троицу мы хорошо знаем по 8-битной версии. Из новых динозавров тут пахицефалозавры, которые, завидев нас, начинают бодаться своей головой. Стада големимов, которые бегают вперед-назад. И еще есть меганевры, большие стрекозы. Не представляю, как они сюда попали. Боссов в игре нет, но тираннозавры и трицератопсы присутствуют. Трицератопсы используются как паровозы, несущиеся сверху вниз, и встречаются только в определенных местах. Тираннозавр тоже встречается только в паре определенных мест и имитирует погоню за доктором Грантом. Сражаться с ним не обязательно, да и не имеет смысла. Оба гиганта убивают с одного удара, так что будьте начеку. Вот черт! Тирекс гонится! Что же делать, что делать? О, а не спрятаться ли мне в кустиках? Ну эти ваши динозавры, ну тупые! Вообще, глядя на тех же рапторов и трицератопсов, видно, что их спрайты одинаковые с 8-битной версией, ну, с поправкой на ограничение консолей, конечно же. Что как бы говорит нам, что игры разрабатывались одновременно и, судя по всему, общей командой разработчиков, но по содержанию они абсолютно разные. И самое интересное, чем же наш палеонтолог обороняется от всей этой динозавровой нечисти? Конечно же, разнокалиберным арсеналом оружия. Следующий вопрос, пожалуйста. Что бы вы сделали, встретив настоящих динозавров? Настоящих динозавров? Конечно же, я бы их нахрен всех поубивал! Бошки бы им поотрывал! В научных целях, разумеется. Спасибо. Здесь есть бесконечный электрошокер, дымовые шашки, дротики с транквилизатором и ружье. Но все это отходит на второй план перед ракетницей и баласами. Простой пример. Чтобы убить раптора из ружья, нам нужно попасть в него 3 раза. Ракетница справится с любым ящером с одного выстрела. Баласы — это такие разлетающиеся шарики, еще лучше. Они убивают сразу нескольких хищников и имеют широкий радиус поражения. Так что во время игры рекомендую собирать только ракеты и баласы. Здравствуйте, я Алан Грант, еду на раскопки в Египет. Мне, пожалуйста, выдайте снаряжение. Электрошокер, дымовые шашки, ружье и, главное, не забудьте ракетницу. А зачем? Как зачем? Чтоб гробницы раскапывать. Помимо стрельбы, наш доктор Грант умеет прыгать на кнопку B и подбирать предметы на кнопку X, что является весьма странным решением.
С одной стороны, мимо ненужного боезапаса можно просто пройти. С другой стороны, пока вы наклоняетесь, вас могут покусать. Так он наклоняется. Он наклоняется, смотри. Я подозреваю... Но мне кажется, это О. тупо. Делать вот это наклонение на отдельную кнопку. Можно просто согласен. касание и все, и ты взял. Ну а теперь поговорим о самой интересной фишке игры – 3D-уровнях. Помимо того, что изображение здесь становится от первого лица, так еще и немного меняется механика игры. Расхаживая по коридорам зданий парка, нам больше не нужно нажимать кнопку X для подбора предметов. Они собираются автоматически. Ну а если вы случайно собрали ненужные патроны, то можно отступить назад, и доктор Грант обратно подберет выпавшие из кармана ракеты. Основное передвижение персонажа происходит на крестик. Хождения боком здесь нет, что, конечно, огорчает. Вместо него на кнопки L и R можно поворачивать камеру более медленно для точного прицеливания. Говоря о производительности, в 3D уровнях игра выдает примерно 7-10 кадров в секунду, что, конечно же, мало. Однако для прохождения игры этого хватает. Врагов в 3D режиме всего два вида. Это дилофазавры, которые стоят на месте и плюются, и рапторы, которые иногда ходят, а иногда просто стоят на месте. Хищники эти достаточно простые, поэтому даже при 10 кадрах в секунду умереть от их атак будет очень сложно. Кстати, для борьбы с низким фреймрейтом в эмуляторе SNES 9X можно включить максимальный оверклокинг процессора, что поднимет частоту кадров примерно в 2 раза. Пополняем здоровье мы с помощью аптечек и куриных ножек, которые прям видно, что пришли прямиком из игры Wolfenstein 3D. И вот здесь всплывает главный плюс 3D уровней – бесконечное оружие и здоровье. Стоит вам только покинуть здание или сменить этаж, как все призы восстанавливаются, а враги нет. Так что пользуйтесь этой фишкой для пополнения здоровья и боезапаса. Черт, последний патрон был. Что же делать? О, боеприпасы! Хе-хе. Шик-шик. Опа! Шик-шик. Опа! Ну, теперь-то вы у меня получите. Рапторы! Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Естественно, для продвижения по коридорам зданий нам нужно будет искать карты доступа с именами персонажей, куда же без них. Их около 9, и искать их придется очень долго, если не иметь под рукой карты. Также на уровнях есть темные комнаты, в которые можно попасть только в очках ночного зрения. Для их активации в каждом из зданий нужно будет найти батарейку. Видимо, разработчикам нужно было хоть как-то оправдать наличие рамки, уменьшающей игровой экран. А вот темнота, да. Темнота. Ух, ё, Раптор. красота. Также мы будем встречать здесь компьютеры, с помощью которых можно будет открывать ворота парка, включить себе детектор движения и даже вызвать спасательный вертолет. В целом графика в 3D уровнях очень хорошая, текстуры разнообразные, местами встречаются ящики, столы и даже полки. То есть геометрия сложнее, чем в Wolfenstein 3D, что весьма необычно для игры, использующей только мощности консоли, без дополнительных FX-чипов. Единственная серьезная претензия – это, конечно, отсутствие встроенной карты уровней. Без нее ориентироваться сложновато. И теперь мы плавно переходим к тому, что игру очень сложно проходить из-за ее запутанности. Вдобавок к этому она не имеет сохранения ни паролем, ни батарейкой. Начиная игру, довольно сложно понять, куда идти и с чего начать. Вам придется исследовать все подряд, постоянно натыкаясь на двери, требующие карт доступа. Поэтому играть лучше, имея на руках карты уровней с указанием предметов. По крайней мере, тогда можно будет строить маршрут от одной точки к другой, а не бегать вслепую. Где, какие карты, что вообще тут происходит, где я? Я ничего не понимаю. Хорошая новость здесь в том, что в игре бесконечные продолжения. А так как потеря жизни и потеря продолжения действуют одинаково, то фактически у вас бесконечная жизнь. Плюс, когда вы умираете, то появляетесь у последней контрольной точки, которая может быть вход в здание или специальный информационный столб. При этом весь текущий прогресс и убитые динозавры сохраняются, вас просто перемещают в другое место. Этим удачно пользуются спидранеры, так как, зайдя в здание в поисках карты доступа, теперь можно просто пройти по этажу, найти карту и умереть в пасти раптора. Игра быстро переместит вас к входу в здание, и вам не придется тратить время на обратную дорогу.
Еще один день преподавателя в институте окончен. Эх, так, блин, самые пробки сейчас до дома 3 часа ехать. Блин, что же делать? О! Ну вот и дома. Конечно, сейчас, играя на эмуляторе, проблема с сохранениями не так актуальна. Добавлю, что один энтузиаст создал хак игры, в котором добавил 3 слота с сохранениями. Только вот запустить этот хак на обычном флеш-картридже не получится, потому что размер файла сохранений очень большой. Придется делать кастомный картридж с расширенной памятью. В общем, если вы хотите пройти игру на консоли, то сначала сделайте это на эмуляторе. Ну а кому интересно, хак с сохранениями я выкладывал у себя в группе ВКонтакте. Напоследок интересный факт. Во время начала продаж Jurassic Park для Super Nintendo компания Ocean в США запустила рекламный конкурс под названием «Большая охота за яйцами динозавров». Игроки должны были найти в игре 8 букв и составить из них зашифрованное сообщение. Я не буду раскрывать содержание этого сообщения, чтобы желающие могли устроить себе дополнительный челлендж. Ну а разгаданное сообщение вы можете написать в комментариях к этому ролику. Так вот, через 2 дня после релиза был выявлен победитель, который, проведя в игре 10 часов, разгадал сообщение. Вы только вдумайтесь, чувак играл на консоли и не вырубал ее 10 часов. В награду он получил чек на 5000 баксов. Ну и, конечно же, жаль, что у нас в 93 году не было таких конкурсов. Что можно сказать, подводя итоги? На мой взгляд, Jurassic Park для Super Nintendo получилась очень интересной. Крутая графика и объемный стереозвук. Вот вы только представьте, я всю жизнь играл на Sega Mega Drive 16-битной с монозвуком, а здесь я включаю 16-битную игру и могу на слух определить, с какой стороны на меня кричит динозавр. Это просто отвал башки. Так, где же все эти чертовы динозавры? Куда они спрятались? Как хорошо я вас слышу. Проходить игру приятно, управление отзывчивое, сложность не слишком высокая. Единственное, что огорчает, это искусственная затянутость. Частенько бывает, что разработчики гоняют нас по одному и тому же маршруту несколько раз. Так, например, Восточную гору по дороге на корабль нужно будет пересечь 3 раза. Это очень долго и скучно. И здесь прям напрашивается наличие каких-нибудь срезок, но их нет. Тираннозавра, главного символа Jurassic Park, в игре тоже очень мало. При отточенном прохождении его можно встретить секунд на 10, не больше. Отдельное удовольствие я получил, проходя игру с помощью мышки. Наконец-то! SNES Mouse я купил очень давно, и в основном она лежала у меня без дела. И поэтому Юрский парк для Super Nintendo стал для меня отличной игрой для того, чтобы полноценно протестировать мышку. Управление, кстати, немного непривычное, потому что персонаж не просто поворачивается мышкой вправо и влево, но еще и перемещается взад-вперед. Такого я еще нигде не видел. В общем, игра получилась очень крутая, я вам прям крайне рекомендую ее пройти. Тем более, что запустить ее можно на обычном флеш-картридже. Если боитесь запутанности, то я выложу на Бусти свою схему прохождения с описанием и картами уровней. На первый раз можете пройти по инструкции, а на второй раз уже на живую, на консоли. Я, кстати, пока готовил этот обзор, прошел Юрский парк, наверное, раз уже на 10. Последний раз экспериментировал с читом, позволяющим проходить сквозь стены. Таким образом, я пропускал повторяющиеся фрагменты игры. Ну что ж, на этом давайте остановимся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. И самое главное, будет очень круто, если поддержите меня на сервисе Boosty. Даже подписка на 149 рублей очень сильно помогает развитию канала. Ну на этом у меня все. Еще увидимся и заглядывайте на мои стримы.